Всем привет! Сегодня будем легко и очень красиво красить яйца на Пасху. В этом ролике будет 4 разных варианта. И для первого варианта нам понадобится луковая шелуха двух разных видов, розовая и желтая. И саму луковую шелуху нам сейчас нужно будет хорошо измельчить ножницами. Не старайтесь сделать так, чтобы она была слишком мелкая. Измельчайте шелуху разной величины. Таким образом узор у вас получится более красивый и необычный. Как вы видите, разную по цвету луковую шелуху я измельчаю в одну и ту же тарелку. Так и нужно делать. И еще в эту же тарелку нужно будет нарезать небольшое количество от листа А4. И вот эту полоску из листа А4 нарезаем точно такими же разными по размерам узорами, разными треугольниками, ромбиками, квадратиками. Соотношение у вас должно быть примерно одинаковое. Сколько нарезали луковой шелухи одного цвета, столько же второго цвета и столько же нужно нарезать бумаги. Еще нам для этого узора понадобится чай каркаде, поскольку он будет жесткий и нарезать ножницами его будет не так уж и просто. Взял скалку и на разделочной доске вот таким вот образом стараемся его размягчить и немножко измельчить. Затем, чтобы все получилось красиво, я взял медицинскую марлю, разрезал на вот такие вот небольшие квадратики, таким образом, чтобы яйцо можно было в этой медицинской марле хорошо укутать. Берем яйца, окунаем их в воду для того, чтобы они намокли. И мокрое яйцо хорошо обволакиваем в луковой шелухе и бумаге. Намачивали яйца для того, чтобы луковая шелуха с бумагой хорошо прилипла к яйцу. Перекладываем яйцо на медицинскую марлю, вот так вот аккуратно. И только затем берем чай каркаде и вот таким вот образом распределяем его равномерно по периметру всего яйца. Чай бесполезно было добавлять в луковую шелуху, поскольку он жесткий и он не прилипнет, как луковая шелуха к яйцу. Затем стараемся аккуратно сложить медицинскую марлю таким образом, чтобы луковая шелуха каркаде равномерно распределились по всему периметру яйца. Делайте это не спеша, аккуратно, так как чай каркаде он немножко жесткий, чтобы он вам не проломил само яйцо. Затем берем нитку и просто связываем вот этот кончик медицинской марли, таким образом, чтобы во время варки вам ничего нигде не распуталось и не разлезлось. Точно так же делайте столько яиц, сколько посчитаете нужным. Дальше берем кастрюльку, в которой будете варить яйца. В воду нужно будет добавить 2 столовые ложки уксуса и небольшое количество пищевого зеленого красителя для покраски яиц. Если у вас нет зеленого красителя, его смело можно заменить зеленкой. После того, как вы все хорошо перемешали, сразу же в холодную воду в эту кастрюльку отправляем все заготовленные яйца, которые вы хотите приготовить таким способом. Отправляем кастрюльку на огонь. Огонь под кастрюлькой должен быть чуть ниже среднего. Дожидаемся, пока вода в кастрюльке закипит. Ну и после того, как она закипит, яйца нужно будет кипятить 8-10 минут. После того, как вы проварили яйца, достаем их из воды в отдельную тарелку и не разматывая из этой медицинской марли, яйца нужно будет полностью остудить. Ну а сейчас мы сделаем второй способ. Точно так же берем медицинскую марлю и на марлю укладываем просто листики чая каркаде. На чай укладываем одно яйцо, я его тоже смочил водой, и наверх на яйцо тоже посыпал чай каркаде в надежде на то, что он прилипнет, но это было бессмысленно. Затем стараемся аккуратно свернуть яйцо в медицинской марле и добавляем еще каркаде так, чтобы оно покрыло полностью всю поверхность яйца. Повторюсь, каркаде не переусердствуйте так, чтобы оно вам не проломило шкарлупу в яйце. Берем нитку и точно таким же образом завязываем медицинскую марлю, как в первом случае. Таким образом делайте тоже столько, сколько посчитаете нужным яиц. В эту кастрюльку с водой тоже нужно добавить, как и в первом варианте, 2 столовые ложки уксуса. Дальше в эту кастрюльку с водой добавляем желтый краситель. Я надеялся на необычный и красивый узор в этом сочетании, но дождитесь конца ролика и вы увидите, что у меня получилось. Как и в предыдущий раз, все нужно будет прокипятить 8-10 минут. После того, как яйца сварились, их тоже отправляем в отдельную тарелку и в таком вот положении дадим им полностью остыть. Ну и еще один способ возник во время этого ролика. Я захотел просто сварить яйца в чае каркаде, посмотреть, как они получатся. В кастрюльку с водой добавляем листья чая каркаде, также в холодную воду отправляем туда яйца и кипятим 8-10 минут. Посмотрим, какой будет результат, ведь в просто луковой шелухе получается очень красиво. После того, как яйца в чае каркаде отварились, мы их отсюда не достаем. Дадим полностью кастрюльке остыть. Только тогда мы достанем и посмотрим, какой будет результат.
Ну и еще один вариант, почти точно такой же, как и первый. Только в этом случае мы сюда не будем добавлять чай каркаде, а когда будем отваривать яйца, мы не будем добавлять в воду никакого пищевого красителя. Просто два вида луковой шелухи плюс бумага, заворачиваем это все в медицинскую марлю и просто в подсоленной воде отвариваем 8-10 минут. И после того, как отварятся яйца, в таком вот положении, не разворачивая, тоже им дадим полностью хорошо остыть, примерно минут 20. Ну и настало время посмотреть, что же у нас получилось. Первым мы начинаем открывать второй вариант, который я вам показывал. То бишь это был чай каркаде, просто завернутый в медицинскую марлю и добавлен желтый краситель. Я просто ожидал, что будет не такой цвет, намного красивее я ожидал, что получится, но получилось как получилось. Смотрите, чтобы легко убрать остатки того, что прилипло к яйцам, их нужно будет вот так вот немножко промочить в воде. Затем нужно их будет просушить либо бумажным полотенцем, либо просто дать им хорошо высохнуть. Дальше мы открываем первый вариант, который мы красили. Это была луковая шелуха вместе с чаем каркаде и зеленым красителем. Посмотрите, яйца тут получились более такими мраморными, более красивыми и необычными. Затем мы достанем из кастрюльки яйца, которые варились просто в чае каркаде. Саму краску чай каркаде в яйца отдал очень хорошо, но после промывки оказалось, что сама краска почему-то не закрепилась таким ярко выраженным каркадешным цветом. Они стали как будто бы немножко синие, голубоватые. Ну и последний вариант, который мы делали, это просто в луковой шелухе и бумага А4. Посмотрите, в этом варианте луковая шелуха более сильно приклеилась к яйцам, но после промывки все хорошо отстает. И получается более красивый узор, нежели просто сварить яйца в луковой шелухе. Для того, чтобы выделить каждый цвет и придать яйцам красивый блеск, берем ватный диск, смачиваем его в подсолнечном масле и вот таким вот образом яйца нужно будет натереть. Посмотрите, я натру по одному яйцу из каждого узора, чтобы вы увидели, как после натирания подсолнечным маслом изменяется вид каждого яйца. Ну что ж, друзья, вот такие вот 4 варианта покраски яиц на Пасху. Все варианты красивые, все варианты имеют место быть, но наибольшее разочарование это от каркаде с желтым красителем. Не такой цвет я планировал, что должен был получиться. Есть у меня еще один очень интересный рецепт, который я сделаю в одном из следующих роликов. На этом все. Если вам понравилось, обязательно поставьте лайк, поделитесь роликом с друзьями, напишите в комментариях, каким способом вы красите яйца на Пасху. Будет очень интересно почитать и не только мне. Также не забудьте посмотреть еще очень интересный и вкусный ролик. Ну а мы с вами встретимся, как всегда, в новых видео на канале Аппетитная кухня. Всем пока!